продолжаем дальше. Итак, если какая-то все-таки у ребенка есть такая устоявшаяся вот фобия, да, есть у ребенка паническая атака, что мы должны в этом случае предпринять? То есть целый комплекс мер, которые мы предпринимаем. Первое, что мы просим в момент, и я сейчас прямо вам здесь напишу, потому что у вас это было на глазах, то есть такой метод, мы говорим ребенку следующее. Ты знаешь, я хочу, на самом деле, и он отказывается еще к тому же, он говорит, я не буду рисовать ничего, я делать этого не буду, вообще все. Значит, мы говорим, слушай, давай, тогда ты мне вот просто покажи, зафиксируй, вообще сделай мне некую фотографию твоего страха, который у тебя возникает. А как это? Фотографию на телефон должен сфотографировать? Нет, ты должен мне записать. Ты мне должен записать вот то, что с тобой происходит, но ты должен записать это прям в момент. Не после, не до, а в момент. И это будет твоей какой-то фотографией, такой вот твоего страха, чтобы я видела, как это у тебя происходит. Потому что я не понимаю, что с тобой. Сейчас вот ты же не боишься, а там когда-то, там, может, где-то дома ты там испугался. Как я его могу понять? Я должна это все изучить. И дальше я говорю, давай с тобой поиграем. Это помимо того, что это будет фотография, это будет, знаешь, я тебя назначаю капитаном дальнего плавания. А у каждого капитана дальнего плавания есть свой вахтенный журнал. И ты будешь фиксировать, как капитан дальнего плавания, все свои вот эти вот паники, страхи, то, что к тебе придет. Даже если это будет 1000 раз на дню, даже если это с тобой случится на уроке, даже если с тобой это случится там, в туалете, например, да, ты должен будешь все время носить с собой некий блокнотик, в котором у тебя будет записано то, о чем я тебя прошу написать. Да? Ты должен будешь записать каллиграфическим почерком все свое состояние. Хорошо? Это интересно. Да, хорошо. Но я тебя назначаю. Ты капитан дальнего плавания. Понял? Понял. Да. Значит, некоторые дети, как бы, естественно, кто не умеет, да, писать еще, да, я тогда немножко по-другому говорю, я говорю, ты можешь мне нарисовать, зарисуй мне в моменте, да, как, вот что с тобой происходит, как ты испугался, как это выглядит, нарисуй мне это, хорошо? Хорошо. Но в основном уже, когда мы работаем с детьми там, после 8 лет, там 8-9 лет, вот такие, с детками, я уже прошу написать, потому что они уже владеют письменной речью, они могут и печатать, и могут написать. И это и называется вахтенный журнал. Значит, что в этот вахтенный журнал входит? Сейчас прям вам напишу. Значит, что пишут дети в этом блокноте? Они пишут дата, и соответственно, да, время, место, кто рядом, какие ощущения в теле, да? Что ты чувствуешь? Написывает, например, у меня там сжалось в груди, у меня там в животе забурчало, у меня там живот скрутило, ноги, руки, я оцепенела и так далее, да? Какие ощущения в теле? Дальше. Какие мысли? То есть о чем ты думаешь? Какие мысли? И твои действия. Ребенок должен это сделать каллиграфическим почерком. Он должен записать. Но здесь очень важно, выписывая каждую буковку, ты должен записать вот прям свое состояние в один момент. Это работает и как с детьми, я уже это проверяла, хотя мой профессор Нардоне работает с детками, начиная там, с 12 лет, а до этого он как бы работает больше с родителями. Но я все-таки пошла дальше и думаю, нет, наши дети продвинутые, это там в Италии они там, может быть, в 12 лет еще дети, или там до 12 дети, да, у нас уже как бы и 8, и в 9 уже действительно уже такие подростки, они очень развиты, все они понимают, и коль с ним случилась вот такая вот там приступ такой, и паника, значит, он очень много чего уже осознает, понимает, стало быть, можно это применять. И действительно, это очень хорошо стало работать. У меня было достаточно моих клиентов, детей, которые реально через это все прошли. У них там есть
не у всех, но есть как бы сопротивление у некоторых, да, я там не записала еще, ну, и, значит, тебе было нормально, да, значит, тебе было хорошо. Каждый раз, когда с тобой случается, ты должен записать мне вот это в свой блокнот. Даже если у тебя будет 1000, 3000, 10 тысяч на дню. Если у тебя будет 1 раз на дню. А если вообще не будет? Хорошо, не записывай. Тогда все, каждый раз. Но ты должен это сделать именно в момент. Запомни это. Хорошо. Ну, все. Вот это первое то, что мы делаем. Это называется у нас вахтенный журнал. Ну или фотография твоего страха, твоего фобии. Что мы делаем дальше? Дальше ребенок записывает, и, значит, изо дня в день, ну, поскольку сессия она там проходит, как правило, 1 раз в неделю, да, там каждую неделю мы встречаемся. Дальше ребенок записывает, и на следующую сессию он приходит и показывает мне это. И говорит, что у меня вот, вы знаете, у меня первые несколько дней, ну, было много, а потом все меньше. Писать надоело. Нет. Дело в том, что когда он пишет, здесь в чем история? В том, что идет некая зацикленность же на этом, да? А нам самое важное во всей системе сбить привычный стереотип, внести некий диссонанс в его привычное понимание, да? То есть убрать этот симптом при помощи того, что просто что-то изменить. И раньше он что делал, когда боялся? Бежал, кричал, там, мама, помогите, спасите. А вот нет, а теперь он сам контролирует это чувство страха. И он может прописать, пока он пишет, это еще каллиграфический почерк, это же надо, понимаете, прописать это все. Он просто переключается. За это время нервная система уже успокаивается, потому что паническая атака или там приступ фобии, он возникает, ну, прям буквально там на некоторые, ну там на несколько минут может возникнуть. А, кстати, это все надо записывать. И пока он сконцентрирован, он просто фокус своего внимания переводит с фиксации на вот этой тревоге на что? На этот вахтенный журнал. И он прописывает это все. И ему становится легче. Он приходит и говорит, слушайте, надо же, вы знаете, у меня вот здесь вообще последний день вообще я вчера ничего не записал. Молодец. Хорошо, как себя чувствуешь? Ну, молодец, да, хорошо. При этом я очень прошу родителей вести себя так, как если проблемы не было, и прошу их сохранять такое религиозное молчание по поводу того, что там, да, там, бежать там за ребенком, или когда там он кричит, просто сказать, хорошо, окей, да, понимаю, все, я здесь, то есть, ну, если тебе там страшно, хорошо. Помимо всего прочего, я прошу еще внести такой компонент в жизнь, да, детей, ну и родительской семьи, да, обязательно, потому что когда мы говорим о том, что у ребенка есть фобия, мы все-таки работаем всей семьей, поскольку эта проблема-то такая общая, глобальная, да, семейная. Вот. И в этом случае мы говорим о том, что попробуйте сделать так называемый 30-минутный такой, сделайте 30-минутную конференцию вечернюю. То есть вот на протяжении всего дня, да, вы там не говорите, потому что дети очень часто много говорят, мама, мне страшно, мама, мне вот это, ой, я сейчас там вот это, я вот это боюсь. Все, в течение всего дня ты не говоришь об этом, но у тебя есть 30 минут, когда ты можешь там вечером сказать о том, что тебе было страшно, да, что с тобой там происходило, например, да. Мама с папой тебя внимательно слушают. Ну, это на самом деле вообще очень хорошая практика, когда мы в течение 30 минут минимум, да, можем послушать своих детей вечером, когда они хотят нам что-то рассказать. Но вы знаете, что для родителей оказалось самым сложным? Слушать и ничего не говорить. А нужно слушать и ничего не говорить, пока ребенок вам рассказывает. Потому что очень часто проблема фобий, да, и паники, и всего, как я вам сказала в самом начале, кроется в том, что мы сильно у себя сдерживаем какие-то чувства, эмоции, переживания, в том числе. Да, и организм напрягается, этому выхода нет. И это проявляется в виде вот таких вот реакций. Поэтому...
только страх эмоций, или вот если, допустим, часто девочка расстраивается, плачет? Тоже можно, да, пусть рассказывает то же самое. Но вот она расстраивается и плачет, понимаете, вот за многими как бы чувствами кроются другие, да, например. Она расстраивается, плачет, почему? Ну, потому что у нее что-то не получилось. Значит, ей страшно, но тоже как бы страх там тоже присутствует. У нее что-то не вышло, например, да, или меня там не похвалят. Это же тоже компонент страха. Да? Пусть рассказывает, пусть рассказывает. Хорошо, 30-минутная конференция, поэтому очень важно, чтобы дети в этот момент вам рассказывали, а вы молчали. По истечению 30 минут вы просто обнимаете своего ребенка, обнимаете, целуете, говорите, как я тебя понимаю, да, вы хороший, давай, ну теперь будем уже, давай пойдем отдыхать, там, или пойдем еще там в ванну сейчас ходим, или что-то там, да, поделаем какие-то процедуры, все, я тебя слышу, я тебя услышала, все, больше ничего. Не надо лечить своего ребенка, говорить, а ты вот это сделай. А ты дай ему сейчас вот там, вот он сейчас тебе там что-то, да? Не надо, он сам разберется. Вот когда мы находимся на этапе лечения, не нужно его вообще как бы ни к чему сподвигать. Пусть он рассказывает все, что у него есть. Это самая основная его задача на данный момент. Угу. Да? Можно спросить, правильно ли я поняла, что вахтенный журнал – это как переключение внимания, как сублимирование, но это не конкретная терапия. А вот терапия – это уже больше, когда идет коммуникация, когда вот этот разговор 30-минутный. И еще вот сразу же в поддержку вопрос, на каком этапе родитель должен понять, что нужна все-таки терапия психолога и недостаточно вот этих вот разговоров родителей. Когда он понимает, что ничего не меняется. Когда нет изменения, когда все изо дня в день все одно и то же, он не может сам, он чувствует, ну, как бы мы внутренне чувствуем же фрустрацию какую-то, у нас не получается, мы делаем, а что-то не выходит, значит, мне нужна какая-то поддержка, помощь, да, то есть не получается вот этих разговоров. Вот тогда мы обращаемся все-таки за помощью специалиста. Именно с начала того момента, как только мы начинаем писать и вести вахтенный журнал, у нас начинается терапия. Потому что как раз с этого момента мы как будто бы, знаете, наша основная задача, мы же должны научить наш мозг по-другому работать. И уже вот с этого момента начинается терапия. Он же уже приходит через неделю, говорит, у меня уже не было эпизодов практически. Это терапия. Все. И плюс еще вечерние конференции, они тоже, конечно, просто очень потому сильно. что дали туда внимание, они бежали. Конечно. И потом еще дали дополнительное внимание, потому что он рассказывал вам, то есть отреагировал вот эти чувства, ему ничего на это не говорили, его не обвиняли, ему там не говорили как надо, он просто сам вот рассказывал ежедневно, что с ним происходило. Все. Очень хорошо работает. Угу. Если ребенок, допустим, полчаса, не хочет ничего говорить, да, там, ничего страшного, скажу, хорошо, посидим, помолчим. Да, посидите, помолчите, можете завести будильник, у тебя есть полчаса, ты можешь вот нам сказать, можете даже, знаете, как сделать очень хорошо, можете сказать, вот сегодня ты у нас докладчик, ты вот можешь кафедру поставить ему, ты расскажи, пожалуйста, что у тебя было, ну или там стульчик какой-то, вы внимательно вы сидите, слушаете. Вы только всем сказать, чтобы молчали. Убежать, как бы не хочется находиться. Мы все равно сидим, да, ты можешь всегда вернуться, полчаса мы сидим. То есть мы сидим, а он может пойти? Да, хорошо, но мы сидим, но полчаса мы ждем, да, у тебя есть время, когда ты сейчас можешь поговорить про страх. Во все остальное время мы про это не говорим. Спасибо. Такой метод работы. Как вести этот вахтенный журнал? В данный момент он хочет в туалет. Он Да. может записывать. Да. Идет в туалет, Ничего страшного. Да. Если в 3 часа ночи. Неважно, даже если это в 5 часов утра. Садится и пишет. Да. Первое, что вы ему говорите. Он же пришел уже, вот я вот ночь, пойдем со мной, я и жизнь не стою, возвращайся уже не Вы не идете. А он туда не пойдет тоже. Ничего страшного. У него вместо вас теперь есть вахтенный журнал. Вы ему говорите, у тебя есть оружие. Обычно на первой сессии мы говорим, слушай, у тебя теперь, ты вот давай так, ты сейчас сам возьмешь все это под контроль, на самом деле ты можешь. Мы ему придаем такой уверенности. По большому счету, зачем тебе мама? Да, возьми, как бы, да, у тебя сейчас есть вот этот инструмент, попробуй сам. Что ты все время при помощи? Ты же не сможешь все время ее с собой рядом, да, там, держать. А потом опять же посмотри, маме тоже надо отдохнуть, давай мы с тобой так договоримся. Вот я тебе даю возможность, что ты сам сейчас справишься, ты молодец, ты сильный, ты сейчас у меня побудешь вот этим капитаном, мне нужно увидеть у тебя,
как ты можешь справляться самостоятельно. Я верю, что ты можешь, я верю, что у тебя все получится. И возьми как бы вот этот блокнотик, заведи и сам, если у тебя вдруг страшно, ты просыпаешься, сам запиши, тебе не обязательно бежать в туалет, можете сказать об этом. Может быть, ты и не хочешь в туалет. Если хочешь, сходи, но ты запиши. В тот момент, когда ты мне просто зафиксируй, как это у тебя бывает. Когда ты в туалет хочешь или когда, но тут можно еще, знаете, вот поиграть с этим, да. Это он просто полусонный, это трудно объяснить. Ничего страшного. Ничего страшного, вы тоже полусонные, спите, и как бы, да, у него есть, прям дайте ему в руки, в конце концов скажет, нет, у тебя, прям скажите, у тебя есть, запиши. Запиши, дайте ему возможность. Здесь надо сломать. Потому что у вас прям такое, знаете, как заезженная пластинка, одно и то же каждый день. Вам нужно прервать эту связь для того, чтобы он немножко стал на себя ответственность брать. Давайте. Есть такая ситуация, да, что если ребенок, вообще, что мама говорит родственникам, я сейчас не конкретно даже в этой ситуации, а вообще у меня еще маленький приходит ко мне спать ночью. Вот, ему 3 года, но я как бы сама это позволяю, и я сейчас сама понимаю, что это лично моя какая-то проблема, то есть я пока не могу без него спать. И вот как только я, тут может быть и Аня тоже, да, она поймет, что все, хватит, дети это очень четко чувствуют. И у меня со старшим было все очень решено быстро. То есть ты просто идешь спать к себе, он включился за 2 ночи. Это не было для него никакой травмы, потому что я ему как-то все объяснила, мы проговорили, но он именно чувствовал во мне уверенность, что я его не держу около себя. Вот, может быть, здесь тоже такая ситуация, что очень именно маме тяжело. Здесь, давайте мы сейчас... Да. Полномочия, да, то, что ты действительно сможешь и искренне самой в это поверить. Вот еще в чем. Здесь, знаете, такой полиморфизм, скажем, этой ситуации, на самом деле, мы сейчас не будем это обсуждать, здесь слишком много всего, здесь это просто один из симптомов, из компонентов, я думаю, что здесь надо разбираться. Вот в вашей данной ситуации, но вы правы абсолютно, да, так часто бывает. Мама, часто мама сама не может, да? Поэтому они чувствуют дети, когда можно маму продавливать. 100%. Да. Они все мама чувствуют. Сказала, я уже все могу, они сразу настраивают. Да. Но это еще не все то, что я вам сказала, да, значит, что же мы еще делаем? Мы дальше начинаем, как бы, продолжаем работать, спасибо большое, мы начинаем, вернее, извините, пожалуйста, продолжаем работать и говорим о том, что вот сейчас у нас есть еще как бы новое задание, молодец, ты справляешься, но я хочу, чтобы ты немножко посражался со своим страхом. Как это? Ну, я хочу, чтобы ты все-таки с ним соприкоснулся. Ты можешь любым способом это сделать. На самом деле, ты можешь себе там фантазировать, в течение 30 минут фантазировать этот страх сам. Хочешь, уединись там в комнате, пофантазируй этот страх и прям дай себе прям волю своим чувствам, и чтобы ты прожил эту историю, даже если тебе захочется плакать, если тебе захочется там кричать, ты кричи, все это делай, но никто в комнату при этом не заходит, а ты сам вот в этом во всем сейчас должен побыть. Ну, вот, это первая история. Второй момент, если дети все-таки маленькие, поменьше, да, то здесь в этой ситуации мы говорим, а сейчас давай мы с тобой, ну, ты должен прорисовать, ты должен рисовать этот страх, и мы сейчас с тобой, ну, то есть прям с этим страхом прям поработаем. Пусть этот страх у тебя, там, например, там, поговорит, да, что он тебе расскажет, ты поговори с этим страхом, там, за страх поговори тоже. Ну, вот, то есть столкнись с этим страхом, ты должен это делать каждый день. Там, в течение 15-30 минут. Каждый день ты рисуешь этот страх. И рисуешь так, чтобы прям действительно там досконально, до мельчайших подробностей. Вот, и ты это делаешь, ты должен с этим столкнуться. Потому что дети часто бывает даже говорят, ой, я не буду его рисовать, потому что мне страшно. А можно Да? пример какой-то? Потому что ситуация все-таки разная. Например, Да. Ребенок может нарисовать страх, ну, темноту там ладно, это понятно. А типа страх того, что он придет в школу, или там Мы просим другое. Мы знаете, что просим? Мы просим нарисовать страх, как ты его представляешь вообще. Вообще твой страх, как ты его представляешь. Не то, что тебе страшно, а как ты представляешь. Вот он у тебя, вот этот страх, как ты его представляешь? Он у тебя большой или маленький, он у тебя где живет? Он у тебя здесь или здесь? Сам по себе. То есть мы как будто берем и мы его очеловечиваем, этот страх. И очень часто они действительно это делают. Они рисуют там какой-то действительно, это, либо это какой-то монстр, но что-то оживляют его, да, то есть это не просто там какая-то сюжет какой-то. Сюжет тоже дорисовывают, но, как правило, это что-то такое, ну рисуй, какой он у тебя, ну давай.
Вот. И вот в этом случае мы говорим, ну давай теперь поговорим за этот страх. То есть как он у тебя говорит, вот он сейчас у тебя что скажет. Он говорит, я страх, я пришел к тебе. Там, да? Вот, хорошо, а ты ему поотвечай. Ну, что ты ему ответишь, там, да, например. То есть вот это такая смена ролей. Хорошо, хорошо, а что этот страх хочет сделать? Ну и дальше мы как бы прорабатываем эту историю. Но это с маленькими детьми, да, которые поменьше, да, то есть где-то, ну, даже до лет там, до 7-8 вот, мы так работаем. Ну, вот. И, а те, которые постарше, уже подростки, ну и там еще постарше детки, которые уже там в пубертате, в таком уже в переходном возрасте находятся, как правило, для них фантазия страха. 30 минут ты можешь побыть отдельно в комнате, попредставлять себе все самое ужасное, что только может быть, что с тобой может случиться. Но задание такое, ты не уходишь, 30 минут ты находишься и сражаешься с этим страхом. Потому что очень важно, чтобы ты с ним сразился сам. И даешь полностью свои эмоции, отдаешься полностью своим чувствам, бей, кричи там, да, руками, там, ногами, 30 минут, как только сработает будильник, ты этот будильник выключаешь, ты идешь, умываешься. Твоя история и битва со страхом закончена. Ты умываешься и ведешь себя так, как раньше, как если бы ничего не было. Хорошо? Хорошо. Что мы этим способом делаем? Но на самом деле мы смещаем акцент, опять же, переключаем. Это про внимание, опять же. Фокус внимания смещаем на эти полчаса и даем возможность именно в эти полчаса пострашиться, побояться. Во все остальное время мы говорим, страха нет. Вот мы только туда, да, тебе туда. И это тоже очень хорошо работает. Да, здесь есть немножко суггестивный момент, конечно, потому что мы как будто бы внушаем ему, что во все остальное время ты не можешь, а вот только полчаса, да, ты можешь. Но уже к этому моменту уже у ребенка есть какой-то навык, который он наработал, да, то есть он уже умеет переключаться. А если что-то с тобой случается, у тебя есть вахтенный журнал, у тебя все инструменты. Мы научаем его справляться самостоятельно. И при этом родители находятся где-то там рядышком, на периферии, то есть они не влезают в это во все. У них роль одна – это религиозное молчание на вечерней конференции, объятие, да, все, вот это вот, закрыть рот на замок, потому что это самое сложное задание для родителей. Вот, то есть вот это нужно будет выполнять. Ну вот. А дальше мы продолжаем, когда вот это освоена, эта история, то есть он рассказывает о том, что да, я там сталкиваюсь, да. А потом я сидела и что-то думаю, что-то ничего нет у меня вообще как бы. А потом я говорю, ну хорошо, а теперь давай, ты должен будешь, там, предположим, 5 раз в день, вот в определенное время задумываться об этом страхе, ну на 5 минут. То есть специально ты сам должен вызывать его, этот страх у себя, ну, 5 раз в день по 5 минут. Это должно произойти, предположим, там в 9, в 12, в 15, дальше в 18 и последний 21:00. Там получается, да, 5 раз в день. Хорошо? Хорошо. На 5 минут, не больше. Просто вспомни все самое такое как бы неприятное, да, что у тебя связано с этим страхом, да, вот просто отдайся этому и посмотришь, что у тебя будет. Мы таким образом его прям назначаем главным, то есть когда я хочу, я тогда, то есть что в голове откладывается, когда я хочу, я тогда вызываю этот страх. И я его контролирую. Не все время я в нем, а только в определенное время. То есть ты должен следить обязательно за временем, да? Еще. В 9, 12, 15, там, 18, да, и 21. Ну вот так. Вот такой вот как бы метод, да? Ну, а дальше обычно мы даем возможность для того, чтобы там, уже не обязательно, что там неделя, там обычно 2 недели, я прошу, может быть, 2 или 3 недели на выполнение этого задания, потому что нам нужно изменение, мне нужно маленькое изменение хотя бы, ну, потихонечку, понемножечку, это тоже установка. Мы даем возможность ребенку измениться, и даем ему возможность, и даем родителям возможность тоже изменить свое взаимодействие, да, с ребенком, потому что очень много, конечно, зависит от того, как ребенок в семье находится. Да. В этот момент, когда он проходит лечение, мы говорим о том, что, ребят, ну неплохо было бы вам какую-то семейную там психотерапию тоже провести. Если у вас там есть какая-то проблема там с мужем, ну давайте решим что-то. Ну, вот. Если у вас есть, если все нормально, да, все хорошо, это вообще было связано там с другим, вот, то окей, ну вот стараемся соблюдать спокойствие,
Вообще это очень важно, да, в семье. Если у вас какие-то там кризисы, то куда-нибудь там съездите, отдохните, в сад, уйдите. Вот. Сделайте себе тайм-аут, чтобы здесь не обсуждать при ребенке каких-то вещей. Вот так. Значит, что касается как бы маленьких детей, да, это вот про взрослых, да, и что касается маленьких детей, то мы в этом случае начинаем как бы работать со страхом, и как раз вот сегодня я бы хотела, чтобы мы с вами и поработали с этим, да, вот, и столкну вас сегодня с этим страхом, поэтому мне будет необходимы листы бумаги, ага, каждому, карандаши, фломастеры. Это будет как бы как раз методика, которая, как правило, мы применяем для именно детей такого возраста, ну там дошкольники, ранние школьники, да, потому что там есть много других вариантов, но вот как бы сегодня то, что мы с ними делаем. Ну и будет направлено к вам. Значит, я готовы? Давайте. Значит, я хочу, чтобы сейчас вы нарисовали самый свой там страшный страх, как вы себе его представляете. Попробуйте просто вот отпустите себя и начинайте. У детей обычно с этим проблем нет, но как бы взрослые, конечно, сопротивляются очень сильно, они думают, что как все. Просто как вы его себе представляете, вот свой собственный внутренний. Мы здесь получили как бы желание иметь страх, потому что, скорее всего, страх несет какую-то защитную функцию, хотя он тут и в груди, там, да, бывают какие-то симптомы такие, но тем не менее при помощи страха хочется защититься. Бывает такое. Но чаще всего дети что говорят? Они говорят, что ой, я хочу от него избавиться, там, да, или он у меня там не очень красивый, или он мне не нравится. Так обычно говорят, потому что страх вообще-то несет какую функцию? Пугающую, да? То есть ребенку страшно. Здесь у нас просто по-взрослому все пошло, да, по сценарию. Ну вот, но еще мы поговорим про это отдельно надо разговаривать, почему он так нужен, да, и может быть все-таки его по-другому как-то, да, переформулировать, не страх, а что-то другое нужно. Я попрошу сейчас сделать следующее. На самом деле, я не просто так спросила, как ты хочешь его украсить. Посмотрите, пожалуйста, все на свои страхи. Посмотрите. Да. И задание будет сейчас такое. На самом деле вам сейчас надо внутренне, как бы этот страх внутренне постараться пожалеть и сделать его счастливым, потому что ему, возможно, не очень там хорошо, вы его такой нарисовали, там в неприглядной форме, может быть, да. Попробуйте украсить этот страх и сделать его более комичным. Я не произвольно сделала заранее представление. Понятно. Кто знает этот метод, то да. Сделайте его комичным, сделайте его таким, что вы не будете его совсем бояться. Это можно все что угодно. Можно пририсовать ему какие-нибудь бантики, листочки, еще что-то, да? Как правило, у детей даже после первого сеанса, ну когда очень там какой-то такой вот нестойкий, то есть это не фобия, да, а что-то такое очень более легкое, да, когда он боится чего-то, ой, я страх там боюсь, да, то обычно после первого сеанса уже он говорит, ой, да он, оказывается, у меня симпатичный, какой-то даже приятный, да, и мы тогда задаем вопрос, а как он может тебя защитить? И он тогда может меня защитить, и мы переформулируем в ту плоскость, что на самом деле вот твой страх может быть твоим защитником. Пусть он у тебя где-то будет, вот давай, вот ты его просто, ты оставь его у себя, пусть он где-то у тебя там будет, да, но он тебе уже теперь не навредит, потому что посмотри, ты ему дал столько приятного, да, посмотри, ты ему нарисовал, он тебе смотри, какой симпатичный. Вот, мы можем дать ему также, некоторые дети говорят, а можно я их покормлю? А что? А можно я ему конфеты дам? Ну хорошо, дай. Смотри, он у тебя уже сыт, он у тебя доволен, он у тебя такой красивый. Видишь? Страшно тебе сейчас, когда ты на него смотришь? Обычно дети говорят, нет, уже не страшно. То есть они соприкасаются, и они понимают, то есть в чем смысл? Смысл в том, что мы сталкиваем ребенка с этой историей, с этим страхом. Он хотя бы начинает это все рисовать. И следующим этапом мы говорим, хорошо, пусть он у тебя останется, и
пусть он будет у тебя. Значит, есть разные способы тогда, когда ребенок говорит, я не хочу, вот просто говорит, категорически, я не хочу ему ничего делать, я хочу от него избавиться. И есть тоже такой метод определенный, тогда мы говорим, ну, когда прям совсем это настолько тяжело ребенку, что он не может с ним, да, справиться, мы тоже говорим ему, ты знаешь, на самом деле ты можешь делать со своим страхом что угодно, ты знаешь об этом? Нет. Тогда ребенок рисует этот страх, и мы говорим, вот, ну, страшный, да, я не хочу ему ничего делать, то есть в отказ идет. Что ты хочешь с ним сделать тогда? Ты сейчас можешь с ним сделать все, что ты хочешь. Хочешь его уничтожить? И говорит, а я могу? Да. Ты сейчас можешь сделать это любым совершенно способом. Хочешь, давай разорви, хочешь, вот тебе ножницы, разорви, вот порежь его как хочешь, да, и можешь его, например, в мусорное ведро выбросить. Хочешь, мы можем это там спустить в унитаз. Хочешь, ну что хочешь, а потом мы сжечь можем. Да, это вообще тоже очень хорошо работает, да, когда вот это вот пламя, поджигание и так далее. И, понимаете, это все... тоже работает тогда, когда ребенок, ну, совсем прям не хочет, вот прям не хочет его оставлять, когда ему прям действительно болезненно это все, говорит, я не хочу ничего с него делать, не хочу, чтобы он там меня охранял, не хочу, вот от этого я хочу избавиться. Это конкретно касаемо какой-то, ну, там, скажем, какой-то фигуры определенной, да, то есть не просто страх, вообще какой-то там монстра или еще чего-то, ну, какого-то, да, там, персонажа. Я с ним, вот я так, вот. И тогда, когда он это делает, у него закрепляется, что он, во-первых, главный, что он значимый, да, что он может с этим страхом делать все, что угодно. И мы говорим, хорошо, каждый раз, когда тебе станет страшно, возьми, нарисуй и сделай то, что ты хочешь с ним. Хочешь? И мы тогда подкидываем, хочешь, ты можешь его сделать красивым. Хочешь, можешь его разрезать и выбросить, спустить, поджечь, все что угодно. Ты главный над ним, понимаешь? Работает очень хорошо, замечательно. Помимо всего прочего, когда мы работаем с более старшими детьми, я специально сделала вот такую табличку вам, да, что мы рисуем? Мы рисуем немножко другое. Первое, мы рисуем страх, как я его представляю, ну то есть вообще представление о страхе у нас идет. А потом, чего я боюсь реально, то есть страх отдельно, да, было здесь страх отдельно, просто как я его представляю, а здесь чего я боюсь конкретно, это может быть сюжет, это может быть картина такая, вот, и на этой стороне листочка мы рисуем, как я справляюсь. Это будет ваше домашнее задание. Вы попробуйте прикоснуться к этому и попробуйте просто проработать все свои страхи, которые у вас есть на самом деле. Точно так же вы можете это сделать и с своими там, детьми, например, очень хорошо. Любой страх. Абсолютно. Просто сюжет. Да. Нет, это прорисовать. Это прям нарисовать. Вот формат А4 листочек, да, но можете взять даже А3, потому что тогда картина будет побольше, да? Вот. И в верхней части, вот в этом углу, вы рисуете первое, что вы просто разделяете пополам. Здесь вы рисуете страх, как я его себе представляю, ну вообще отдельный страх, как мы сегодня рисовали с вами, просто страх. Потом, чего я боюсь реально, да? Да, прорисовать. Это все про рисуночные тесты, ну, в смысле, рисуночные методики, извините. И потом уже как я справляюсь. А чем первое? Потому что первое это про то, что вообще про страх вообще. То есть я представляю страх, это что-то большое, там, животное. Вот как, например, нам рассказывал, я забыла, как... Саша, да? Да. Как Саша нам рассказывала, что это там какое-то вот такое мохнатое что-то, да, вот, она просто нарисовала отдельно страх, да, то есть отдельный страх. Ну, возможно, чего я боюсь конкретно в этой ситуации? Я боюсь, что он меня, прям сюжет, что он меня там, да, что со мной сделает. Например, ну, у взрослых, знаете, как работает? Очень часто, например, там, взрослые боятся, например, заболеть каким-то онкозаболеванием. Ну, это частая история, да, и вот взрослые мне обычно рисуют страх, как я его себе представляю, что-то такое там черное, да, а потом, чего я реально боюсь, вот, там, показывается, например, как там скелет или там лежащее там на кровати что-то, да, что я буду лежать на кровати и так далее. А потом, как я справляюсь. Что поможет мне справиться? Как я справляюсь с этим? Просто картину, такую радужную, как я с этим совсем справляюсь сейчас, со своим страхом.
именно со своим страхом. Так а скажите, если у человека есть страх, он, раз он к вам пришел, значит, он не может с ним справиться. А как же он напишет тогда, как он справляется? А вот мы даем задание попробовать прикоснуться к этому. Конечно. Дело в том, что человек сам иногда не знает, он просто не знает, в каком направлении ему идти, и не знает, не может даже озвучить изначально. Он понимает, что у него есть эмоции, но он не может перевести это в область чувств. Потому что у него какие-то там смешанные эмоции происходят, да, и он даже говорит, я не понимаю, мне просто страшно, мне становится жутко, я вот там, и вот описывает какие-то ситуации. А тогда мы начинаем говорить, а чего конкретно ты боишься, и как он у тебя выглядит. То есть мы начинаем детализировать конкретно вот эту историю. И потом мы говорим, хорошо, вот это ты все нарисовал, а теперь вот представь себе, пофантазируй, а как ты с этим можешь справиться? Это фантазия, конечно, воображение, поэтому мы говорим проекция. Но... А если человек не сможет, такого был когда-нибудь, он не сможет, он, допустим, первые 2 выполнил, а вот как я справляюсь, ну ничего он не смог. Ну, как правило, люди же приходят мотивированные, да, то есть... Нет, он хочет, но он не знает. Ну, не знает, но я говорю о том, что отключите, абсолютно точно отключите там свой разум, да, отдайтесь этому чувству и постарайтесь пофантазировать, как у вас пойдет рука, так и пусть идет, да, потому что обычно все вырисовывается. С разными по-разному, опять же, да, с разными людьми по-разному, поэтому мы сейчас говорим про все-таки больше, ну, это такие старшие подростки, да, это старшие дети, которые могут нарисовать какие-то уже картины, а вот со взрослыми все-таки мы работаем по тому типу, по которому я говорила, да, то есть если у него есть такая стойкая фобия по поводу того, что он там боится смерти или еще чего-то, мы с этим работаем по нашему, как раз по нашему плану. Естественно, я сегодня вам просто накидала такие черты. Понятное дело, что я не смогу вас научить, потому что я сама училась этому, понимаете, да, сколько лет. Ну, вот, и за там, несколько часов тяжело будет это сделать, но тем не менее какие-то черты, штрихи я вам дала. Кому будет интересно там, поглубже в это, да, то есть я думаю, что мы можем как-то сорганизовать еще что-то, да, по этому поводу, как работать с этим. Но в основном работа вот заключается в том, чтобы соприкоснуться с этим страхом. Хорошо работают любые арт-терапевтические методы. Это мы предлагаем даже детям страшные вечеринки. Мы говорим о том, что давайте мы сегодня попробуем, ну каждый пусть нарядится там страхом, как он себе это представляет, да, и попугаем. Мы можем сделать страшные маски. Да, то есть сделай страшную маску, вот как ты себе представляешь, вот своего страха, который у тебя там есть, давай. Вот соприкосновение с этими вещами всегда дает расслабление, потому что, коль мы попробовали, мы уже этого не боимся. Потому что, безусловно, когда мы что-то не знаем, не можем себе объяснить, у нас страх возникает, когда мы что-то не можем объяснить себе, да, не можем с этим справиться, не можем сконтролировать. А здесь мы соприкасаемся, мы попробовали, мы это отыграли, и все хорошо. Да, и уже у нас нет вот этого страха. Поэтому здесь можно совершенно, так сказать, четко работать на соприкосновении. Мало того, еще очень хорошо работает такой метод, как сказкотерапия, вы сами знаете. Да? Вот, это такой и скрытый метод, да, вот, метод скрытого внушения в том числе, потому что мы, когда рассказываем сказку, например, про одну девочку, которая справилась там, с этим страхом, или там про медвежонка, который очень сильно боялся, вот, и у него там, да, было ряд приключений, после которых он понял, что ему уже ничего не страшно, что все хорошо, там не страшно общаться, например, со своими сверстниками в детском саду или в школе, не страшно в темноте ходить, да. Замечательная вот эта вот наша сказка про енота, да, то есть вот который это мультфильм, да, вот, значит, вот это «Крошка енот», да, там же вот как раз про страх, очень хорошо. Ну, сначала боялся, хороший мультфильм, прям для фобиков. Видишь, что происходит? Вот видишь? И вот такие сказки надо рассказывать, ну, не направленно, да, а про то, как, ну, там, какой-то герой преодолевал ту или иную ситуацию. Это и называется психотерапевтическая сказка. И как он это преодолел. Да, и что получилось в конце концов. Очень часто я рекомендую даже, ну, если вот направлено на ребенка, например, да, то есть говорить, называть даже имена похожие. Например, если девочка, там, у вас Маша, да, ее зовут, то вы можете назвать, жила-была девочка Даша, например, или Таша, или там как-то, да.
Ну вот такого плана. И вот она однажды пошла, сейчас я расскажу эту историю, как она пошла. То есть это тоже очень хорошо работает. Окей? Можно я еще расскажу? Да. Давай. У меня ребенок старший, он такой очень чувствительный, эмоциональный, как раз о таких мы сегодня говорим. Вот. Да. И он, когда пошел в садик, в общем, у него стресс начался, он начал грызть ногти. Ну, естественно, там вот эти все средства, типа намазать и прочее, это все я даже не пробовала, то есть это бред. Но все равно слишком будет дальше грызть. И я вот как раз рассказывала каждый вечер сказку про какого-то мальчика Петю, который тоже грыз ногти. То есть я прям повторяла то же самое, что делал он, который я ему рассказывала, что в итоге однажды он перестал это делать. То есть я прям так вот реально буквально повторяла, в принципе, его действия. И на самом деле он грыз ногти через 2 недели перестал. Но эти сказки, я не знаю, он, наверное, год еще слушал. То есть просто одно и то же про этого Петю. Хорошо, хорошо. Это хорошо. И это прям успех. Закрепление было. Да. Закрепление, да, понятно, результата. Очень хорошо. Я говорю, дети на самом деле всегда такие, знаете, они настолько податливые, ну, чаще всего, да, то есть если они, так сказать, в норме, если у них нет никакой органики, то они настолько податливы, с ними очень интересно работать, и, ну, как вы понимаете, да, вот, и психотерапевтам тоже, потому что там очень много можно научиться, если не директивно к этому подходить, а просто наблюдать и дать возможность самому ребенку прям идти, и идти за ребенком. Вот тогда да. И он вас выведет, он вам расскажет кучу всего интересного, что вы сами будете удивлены. Помимо всего прочего, кроме сказкотерапии, хорошо работают еще другие методы, например, ну вот сейчас это тоже, когда есть какое-то сопротивление, например, кто-то говорит, а я не знаю про свой страх и так далее, да, значит, тоже это такой похоже на сказку, да, но в основном мы говорим, что это проективный тоже метод такой, это МАК-карты, вы знаете, да, ассоциативные карты, то есть их сейчас очень много, огромное количество, да, вот, я тоже ими пользуюсь, особенно когда, ну, там, в диагностике, когда, например, есть какая-то проблема, то есть не может ребенок рассказать, и вот тогда я прошу, там, например, ну вот расскажи, найди мне, что здесь самое страшное, да, то есть тоже может быть. Вот. Также может быть, там, например, есть такой метод неоконченных предложений, да, ну вот, и можно то же самое предложить там с той же сказкой, дать сюжет сказки и что было дальше. Вот какой-то такой острый сюжет, и потом, что было дальше, чтобы ребенок пофантазировал. Если он уходит в область там, страшилок каких-то, да, это в диагностике обычно, да, то значит, стало быть, действительно у него есть, пусть он рассказывает, пусть, можно записать или там на телефончик. Поэтому здесь достаточно большой спектр рисование, лепка. Мы страх лепим там, из пластилина, из глины. Что с ним еще делаем? Мы вырезаем, делаем коллаж. Вот, это тоже можно делать. Вот. И в принципе, конечно же, еще ребенка, конечно, стараемся переключать на что-то, да, где он поменьше про это думал, да, ну и с другой стороны не перегружаем его. Не перегружаем его той информацией, которая есть, там, например, там, ну, опять же, школьная какая-то деятельность, или там спортом мы перегрузили его, и он, конечно, может тоже что-то бояться у нас. Ну, то есть спонтанно, да, могут у него возникать такая нервозность, да, и как следствие еще вот страховая реакция на это. Ну, собственно, вот. Вопросы жду. Давайте. Я вопрос на самом деле по страхам, но очень важно. Ну, давайте. Да. Как родителям донести, что ребенку нужен психолог? Я понимаю, что если родители это не... Но это будет в следующем нашем видео. Подписывайтесь на наш канал. До встречи.